Бейт-Шеарим – самое древнее и загадочное еврейское кладбище в мире. И это место хранит одну из величайших загадок. Что делает здесь эта стеклянная плита весом в 9 тонн? Здесь, посреди погребальной пещеры. И вы знаете, еще один вопрос. Ну вот зачем жителям маленького еврейского городка Бейт-Шеарим понадобились городская стена, ворота и сторожевая башня? Что защищали жители этого города? На эти вопросы мы постараемся сегодня найти ответ. Друзья, мы идем в древний еврейский некрополь. После завоевания римлянами Иудеи и разрушения второго храма в 70 году нашей эры из разрушенного Иерусалима сюда переехал высший иудейский совет – Синедрион. Бейт-Шеарим – самое загадочное, древнее еврейское кладбище в мире. То, что мы здесь видим, это огромный лабиринт погребальных пещер. Множество саркофагов и артефактов с надписями на иврите, арамейском и греческом языках. Эти захоронения датируются II веком нашей эры. Во главе Синедриона стоял Иуда Анаси из династии царя Давида. Считается, что раввин Иуда Анаси похоронен именно здесь. На этом камне надпись с именами его семьи и других глав Синедриона, похороненных здесь. Почему же здесь так много погребальных пещер? После того, как римляне запретили евреям хоронить в Иерусалиме на Илионской горе, альтернативой стал Бейт-Шеарим. И после того, как здесь был похоронен глава Синедриона, которого называли «наш святой учитель», каждый еврей хотел быть похороненным рядом с ним. Но, возможно, есть и другая причина. Бейт-Шеарим означает «дом ворот». Долгое время историков озадачивало название этого места. Где эти ворота? И зачем такому маленькому городу нужны ворота и крепостная стена? В 2017 году археологи наконец раскопали ворота и сторожевую башню римской эпохи. Это, с одной стороны, подтвердило название города, а с другой стороны озадачило, что они защищали. Но какие ворота имеются в виду? Вот эти? Или, может быть, эти? Еще одна загадка. Ответ на эту загадку, возможно, кроется здесь. Огромная 9-тонная стеклянная плита посреди некрополя. Что, вы не видите стеклянную плиту? Так вот же она. Да нет, это не камень. Ну и что непрозрачное? Этому есть объяснение. Исследование этой плиты производилось в 1963 году. Лабораторный анализ показал, что по химическому составу это стекло. Но почему оно непрозрачное? Ответ кроется в химическом составе. В этом стекле извести больше, чем положено в 2 раза. 16% вместо 8%. Но откуда эта стеклянная плита и что она здесь делает? Официальная теория
гласит, что это бракованное стекло, произведенное в этой пещере, которая была заводом по производству стекла. В процессе изготовления стекла в пещере была очень высокая температура, и известь из известняковой породы пещеры капала вниз, в результате чего извести в сырье оказалось больше, чем нужно, и стекло получилось непрозрачным. И это была причина закрытия завода. Лично мне эта теория кажется странной. Во-первых, зачем во время римской оккупации открывать такое дорогое производство? А во-вторых, зачем открывать стекольный завод в погребальном комплексе? Но есть и другая теория, которая будоражит мое воображение. И она невероятно интересная. До недавнего времени считалось, что производство стекла было изобретено в Египте в X веке до нашей эры. Но последние археологические находки говорят, что производить стекло стали намного раньше, в XVIII веке до нашей эры, в Месопотамии. В Месопотамии, в городе Ур, родился Авраам. Посмею предположить, что Авраам владел технологией производства стекла. И это знание Авраам перенес с собой в Ханаан, затем в Египет, затем обратно в Ханаан, и уже оттуда распространилась эта технология по всему Средиземноморью, благодаря завоеванию этих земель Римской империей. Остатки крупнейшего стекольного завода древнего мира найдены не где-нибудь, а в Израиле, в районе Бейт-Элиезер-Хадеры. 17 древних печей. И совсем недавняя археологическая находка, печь по производству стекла IV века нашей эры, примерно в 7 километрах от Бейт-Шеарим. Возможно ли, что древние иудеи владели технологией производства стекла? Возможно ли, что секрет изготовления стекла передавался у евреев от отца к сыну? Этого мы не можем знать. Но абсолютно точно, что в период расцвета Римской империи Иудея была основным поставщиком стекла в Средиземноморье. В Библии описано, как Соломон построил окна храма. Он сделал узкие окна высоко в стенах храма. На иврите это звучит как «Веяаш лебайт халоней шкуфим веатумим». Сделал для дома окна прозрачные, герметичные. Шкуфим значит прозрачные, атумим значит герметичные. Прозрачное герметичное окно – это стеклянное окно. Возможно ли, что царь Ирод построил второй Иерусалимский храм с настоящими стеклянными окнами? Во время разрушения храма римлянами в 70 году нашей эры храм, как Иерусалим, был охвачен огнем. Строили в то время, как известно, из известняка. Логично предположить, что стекло под воздействием высоких температур впитало в себя известь. Возможно ли, что евреям удалось одно окно перенести в Бейт-Шеарим? У меня мурашки по коже. Возможно, я прикасаюсь к артефакту второго Иерусалимского храма. Это предположение может объяснить, почему такому маленькому городу нужны стены для его защиты, и почему каждый еврей хотел, чтобы его похоронили в Бейт-Шеарим, у последней оставшейся святыни из храма.